Друзья, всем привет! В первую очередь хочу извиниться перед теми, кто заждался моих баскетбольных видео. Знаю, такие люди есть, пусть их и немного. Вот, поздравляю, вы дождались этого ролика. И сегодня я планирую снять 2 ролика. Ну, рассказываю, куда я иду. В этом году у нас наконец-то доделали новую площадку в нашем городе. Город у нас небольшой. Вот, и сегодня, 26 августа, я первый раз иду на эту площадку. Открываю сезон в конце лета, летний сезон баскетбольный. Но у всех бывают проблемы, я думаю, вы прекрасно понимаете. Не до баскетбола немного мне было. Вот, где-то, может, и поленился. Ну, а крайний раз я, получается, тренировался с мячом 5 июня. Тогда я записывал 2 ролика. Ну, один ролик это лежа забил я, да, с трехочковой линии. А один ролик с отжиманиями трехочковые. Вот, и прошло почти 3 месяца. 3 месяца простоя. Ну и, соответственно, я иду на площадку. Ну, а по теме ролика, который сегодня будет, я скажу, что так как я на этой площадке ни разу не играл еще, я совершенно не представляю, что она из себя представляет. Вообще не представляю. Ну, соответственно, посмотреть, что за площадка. Вот. Ну и на самом деле хочу распечатать ее своим коронным, можно сказать, уже броском, самым любимым. Это с центра площадки, из-за спины. Посмотрим, с какой это попытки у меня получится. Все-таки руки от мяча поотвыкли, плюс новая площадка. Ну, я думаю, вы сами понимаете обстоятельства. Ну, я надеюсь, что у меня получится на самом деле быстро это сделать. Вы все увидите, можно сказать, в прямом эфире, да. Ну и на самом деле лето-то уже проходит, а у нас не слишком популярен баскетбол, тем более уличный. И интересно, в каком состоянии сейчас площадка может быть. Зрительно-то я ее видел, так как ходил в тренажерный зал, наблюдал за ней. Вот. Может быть, школьники ходили заниматься, получается, еще, может, ребята какие-то ходили, и состояние площадки, возможно, уже не самое лучшее. Ну и получается, кольца, возможно, очень сильно пострадали. Я надеюсь, что я вообще не зря туда иду. Так что, ну, поглядим. А ждать осталось недолго, мне идти тут недалеко. Ну и хочу рассказать немножко, пока иду, об истории, да, вообще возможностей уличного баскетбола в моем маленьком городе. Ну, сейчас вы увидите на фотографиях вообще, что представляла из себя эта площадка. В принципе, место расположения площадки было прикольное, так скажем, проходной двор я бы это назвал. Получается, с одной стороны был хоккейный корт. Хоккею уделено в нашем городе больше внимания, и футболу в частности. А с другой как раз стороны было футбольное поле, то есть трибуна, которая была развернута к футбольному полю. Вот. А за площадкой был проход на пляжный волейбол и пляжный футбол. И то есть получается, ну так не очень так получается на самом деле, но это городской стадион наш. И в принципе играть там было комфортно, но износ асфальта, там был чистый асфальт, износ асфальта просто бешеный был на самом деле, потому что там еще с дальней стороны как раз там были гаражи, и оттуда периодически, не помню уже какая-то техника выезжала крупногабаритная. Соответственно, ну, такое себе. И потом играть там стало невозможно, вообще невозможно, потому что был убит асфальт, не везде можно было нормально и чеканить мячом, отскакивало просто от кочек вот этих, ужас в общем. И потом
Получается, ну, кстати, я еще скажу немножко о той площадке. В 2014 году я как раз таки заработал ту злосчастную травму, с которой, ну, наверное, борюсь я по сей день. Это разрыв передней крестообразной связки. Ну, так я вот уже, получается, 8 лет прошло с момента той травмы, это тоже было летом. И я до сих пор нормально не восстановился, то есть не вернул прыжок, не вернул скорость, резкость движений. У меня, кстати, есть ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте есть пост целый об истории травм, можете ознакомиться, может быть, выпущу ролик когда-то на эту тему, более подробно расскажу. Ну и вот когда вернемся, да, к уличному баскетболу моего города, то, что какие были кольца во дворах там в разных, я вообще молчу, то есть там страшно смотреть на это зрелище было. Ну и соответственно там это не для игры, не для полноценной игры, так точно. Ну и соответственно потом была альтернатива. Сейчас вы можете, я сейчас переключу камеру, вы увидите наш спорткомплекс. Как раз баскетбольное видео из зала у меня, получается, были от этого спорткомплекса как раз. Справа вот это баскетбольный зал, получается, правая часть. Ну как баскетбольные. Там и футбол, и баскетбол. Ну, зал неплохой. Не канадский клен, конечно, там паркет. Но мне зал нравится. И в принципе ролики баскетбольные из этого зала вы можете оценить. Вон ребята в футбол идут играть. Не самый спортивный город у меня, конечно, но люди занимаются. Ну и соответственно вот можно увидеть вдалеке альтернативу, которая была сделана. Это можете вглядеться туда, вот вдаль идет, да. Там было, можно сказать, 2 игровых площадки, да, на одно кольцо, можно так сказать, если играть, не на 2. Ну, сейчас также небольшие ролики вставлю оттуда, чтобы показать, что это было. Там было вообще 3 кольца, но площадки было 2. Площадки было 2, с разметкой имею в виду. 3-я стояла кольцо, кстати, как раз таки, которая напоминала мне о городском стадионе. Кольцо было оттуда. Ну и как раз фотография с прыжком до этого кольца с 2 ног. Это как раз таки то самое кольцо, которое стояло 3-м. Но я в том году позаписывал и на этой площадке, да, как вы понимаете, ролики. Ну вот и сейчас, честно говоря, немножко волнительный момент, потому что первый раз иду спустя такой приличный перерыв и иду на баскетбольную площадку, и надо понять, на новую, да, хотя она, наверное, в состоянии не очень новая и не самая качественная далеко. Если вы смотрите с крупных городов меня, то можете улыбнуться, какого качества у нас площадка. Но я знаю, что покрытие не асфальт, не знаю, что там намешано, честно говоря. Посмотрим отскок мяча. Ох, сейчас поймем, где тут вход. Это как раз таки сделали тут и футбольное поле. И футбольное поле еще не сделали, кстати, по-моему. Может и сделали. Камеру. Не знаю, как видно. Трибуны с тыльной стороны. Ну и сделали так культурненько. Цивильно все выглядит. Тут мы видим волейбол. Ох. Ну тут вот постарались сделать, да, для скейтеров, или как этих людей назвать. Ну, я любой спорт уважаю, это тоже спорт. Ну и мы видим баскетбольные кольца, уже мы видим сразу этот смешной момент. Очень смешной момент на самом деле.
очень... А вон футбольное поле дальше. Нету ни щита, ни кольца. Интересно, очень интересно. Вообще площадочки такие небольшие. Ну, покрытие вроде пока живое. Не знаю, что это за покрытие. Не знаю, можно ли сюда зайти. Сейчас посмотрим, скрыто ли здесь. Ну, слава богу. Еще зря бы пришел, вообще было бы шикарно. Ну, мне не нравится, честно говоря, вот эта площадка, потому что с одной стороны нет кольца. Так что мы пойдем сразу на вот это место. Ну вот если постучать, так мягкостью такой отдает. Но сделано все культурно. Вот сейчас стою на трехочковой линии. Трехочковая линия кажется немножко далековато. Мне говорили тут про 8 метров трехочковую линию. Я хотел сам убедиться. У меня ни рулеток, ничего с собой нету. Поэтому убедиться я не могу в этом. Я, честно говоря, смотрю на кольца, в какую сторону мне бросать мой бросок. А буду бросать я в эту сторону. Надеюсь, я не перекину забор. Вот. И это кольцо поровнее, оно более мне симпатично. Стоечки ровно стоят. Ну сейчас, наверное, начнем мы собираться. Пожалуй, как мне кажется. Не знаю, с какого ракурса. Буду я вот с этой центральной линии забивать свой бросок из-за спины. Конечно, есть такой негативный момент небольшой с точки зрения солнца. Как бы не засветил кадр. Если отсюда, то солнце получается. Надеюсь, видно будет забитый бросок на самом деле. Очень на это надеюсь. Ну и сейчас я видео обрубать не буду. Видео получается довольно-таки большим. Сейчас я буду устанавливать на другой штативчик камеру. На другой штативчик. Честно говоря, очень пока не понял прикола насчет трехочковой линии. Так визуально кажется реально, что далековато. Ну посмотрим, так ли это на самом деле. Все делаю при вас на самом деле. Это такой экспериментальный ролик, чтобы увидели все попытки, которые буду использовать. Опять же повторюсь, для меня это мало того, что новый формат, новая площадка, я здесь не играл ни разу. Если бы играл, доказательством было бы тот момент. У меня был бы ролик на ютубе с этой площадки. Визуально так площадка мне очень нравится, в принципе. Посмотрим, как она будет на самом деле. Так, покажу себя еще разочек. Что, удачи мне в выполнении. Да. На баскетбол не ходил, на самом деле занялся физподготовкой своей конкретно месяц назад. Силовые показатели в некоторых упражнениях улучшены. Скоро можно будет увидеть на моем канале тренировку на брусьях, в каком видео у меня сейчас она проходит. Но давайте все-таки сейчас займемся. Затем пришли сейчас
Удачи мне на самом деле в выполнении. Сейчас мы установим, какой будет у нас ракурс получается. Надеюсь, вам не скучно за этим наблюдать, за всем действием. Но мне с какой-то стороны, я извиняюсь, конечно, но относительно все равно. Не обижайтесь только. Я говорю, в принципе, в том смысле, что я делаю это для своего удовольствия. Очень люблю баскетбол. Кто меня знает, знают об этом прекрасно. Ну, ракурс неплохой вроде. Кольцо видно полностью вместе со щитом. Трехочковую линию тоже видно. Может вот так вот сделать. Хотел прямой трансляции это делать, на самом деле. Мало ли кто смотрел, подсказал бы ракурс. Вот так вот я оставлю. Пусть будет так. Прямой трансляции делать не стал по причине того, что как бы я тогда сделал вставочки, да, которые захотел других площадок, которые у нас были. Отскок, кстати, очень приятный. Заметьте, я не размялся ни капельки совершенно. Так задумано. Так что попытки будут далекие от результата, возможно, долго. Но все равно это своеобразный новый опыт для меня таких видеороликов. Конечно, реально отмечаю. Ну, хре оправдывается, да? Ну, недолго на самом деле получилось попыток. Я думаю, вы все видели. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это было интересно. Все нормально залетело.